Здравствуйте, мои подписчики, здравствуйте, гости канала, мои клиенты. Меня зовут Алла, и сегодня мы посмотрим, какая женщина хочет быть с вами. Какая женщина скоро или будет с вами, или хочет быть с вами, в зависимости от того, хотите ли вы, чтобы вы были вместе или нет. Итак, сегодня расклад, как обычно, на два варианта, поэтому загадайте цифру 1 или 2, или интуитивно выбирайте карту и определяйтесь со своим вариантом. Кто у меня впервые в гостях, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки этому видео и выбирайте, определяйтесь со своим вариантом. Так, единички. Рыцарь мечей. Так, что-то у вас тут сейчас пошло непонятно куда. Угу. Что у вас тут, ребят, разброд, шатание, хаос в отношениях. У вас борьба здесь какая-то, знаете, на что-то похоже. Ну, естественно, как я часто люблю говорить, это детский сад, вот то, что происходит. Сейчас женщина, знаете как, кому подойдет, собственно говоря, этот расклад общий. Если ваша женщина специально сейчас начала, например, с кем-то общаться, или она начала закидывать такие формулы, вот... Да, мы можем вообще с тобой расстаться, да, если тебя что-то не устраивает, я тебя не держу, да, и вот вообще, как бы, вот, если там я захочу, у меня там будет много других мужчин, много другого выбора, это может говорить и жена ваша, это может говорить ваша любовница, или женщина, с которой вы просто только начали встречаться. То есть, в принципе, тут подойдет для всех, но вот только исключительно, если женщина говорит вот такие фразы, типа «я не боюсь тебя потерять». У меня много выбора, и если что, то как бы я тебя не держу. Вот если женщина вам вот так говорит в лоб, или намекает, или пишет вам это, не знаю, там в СМС, например, если вы там не в одном городе живете, то, значит, тогда с вами первый вариант будет резонировать. Так, а чего-то ты так разошлась? Что такое с тобой происходит? Насколько это объективно? Знаете что? Смотрите, вот в первом варианте здесь очень большое влияние оказывает ее близкое окружение. Так как расклад общий, то у всех будут тут разные люди. У кого-то, у вашей женщины, это будут ее подружки. У кого-то это будут ее родственники. У кого-то это будет YouTube. Ну, либо там Инстаграм, например, либо какие-то другие социальные источники. То есть, что это значит? Это значит, что женщина, она, например, либо, может быть, начиталась какой-то литературы, может быть, посмотрела какие-то видео, либо она общается с подружками, и они постоянно обгаживают своих мужчин, обгаживают отношения, или там постоянно жалуются. Знаете, вот есть такой даже прикол, ну, это, в принципе, и у мужчин такое же, и у женщин, что вот если бы у всех там мужчин друзей, например, все были бы успешны, вот прям все были бы успешны, вот прям у всех все супер классно и все идеально, то большинство друзей бы просто перестали общаться друг с другом. Если бы у женщин, вот у всех подруг была бы прекрасная личная жизнь, то нечем было бы даже говорить. Ну, я не говорю, что это у всех так, это у среднестатистических так людей. Почему? Потому что большинство людей не привыкли страдать. Они привыкли находиться в состоянии жертвы. И когда они собираются кучками, например, там вот у одной плохой муж, там пьяница, у кого-то там, не знаю, бьет, у кого-то там гуляет, у кого-то там еще чего-то, да, и вот они постоянно перемывают кости, ну, как бы своим мужьям, и у них всегда есть тема для общения. А мужчины все время обсуждают любовниц, жен. Опять же, ребят, я не говорю, что все так делают. Напоминаю, что это общий расклад. Поэтому кто-то делает в большинстве случаев. Есть, конечно же, меньшинство категория и мужчин, и женщин, которые так не делают. Я сейчас рассматриваю большинство. Так вот, у многих ваша женщина попадает в большинство.
То есть она могла наслушаться, нахвататься вот каких-то негативных, скажем, обсуждений от своих подруг, либо от коллег, и насмотреться какой-то информации, например, в интернете, или начитаться ее, наслушаться, и прийти к выводу, что у вас плохие отношения. Типа, ну опять же, тут я не буду обобщать, у всех тут будут совершенно разные вещи, но здесь будет такой посыл, что у вас плохие отношения, что с этими отношениями вообще все не так, и что эти отношения нужно либо лечить, либо менять, либо вообще расходиться, потому что как бы вот перспективы в отношениях типа нет. Поэтому, ну, знаете, а у кого-то, кстати, может быть вообще такая история, что женщина насмотрелась каких-то сериалов, их полным-полно, и естественно, или взять тот же Инстаграм, когда там везде идеальные картинки, и женщина смотрит, что там он ей предлагает бриллиантовое кольцо, там он ее возит на очень дорогих автомобилях, там он ей дает какие-то крутые вещи, и она потом, естественно, смотрит на своего мужчину, думает, все, мой плохой, мой там неподходящий. Но на самом деле вы же-то не знаете, как в тех, скажем, инстаграмных картинках, на самом деле за этим антуражем происходят реальные вещи. Но большинство людей ведутся на эти картинки, и, видимо, ваша женщина туда же пошла, то есть тоже повелась на то, что у других. А потом начала сравнивать свои отношения и сказала, что нет, мои отношения как бы вот они не годятся, надо либо искать другого, либо надо требовать что-то с этого, либо надо как-то вот там пойти к психологу, например. Но психолог ей тут вряд ли поможет, тут для начала надо самой вообще понять, для начала нужно перестать слушать вот тех людей, которые ей постоянно капают на мозг. У кого-то тут может отыграться, например, что мать, или там сестра, или тетка, или бабушка, ну, близкие женщины постоянно вас обгаживают. Так тоже здесь может быть. И знаете, как вот есть такие родственники, которые постоянно капают и прокапывают, в конце концов, мозги женщине, и она действительно слушает их, а не свой разум трезвый. Или там не слушает своего мужчину, а слушает своих родственниц, которые говорят, да твой там и то с ним не так, и зарабатывает мало, и лазит непонятно где там по вечерам, да и вообще ему не стоит верить, потому что, и там целая куча доводов. Поэтому тут вот такая история по первому варианту. Так, хорошо. Хочешь ли ты быть вообще со своим мужчиной? Мать очень сильно у многих может мешать, очень сильно. Ребят, смотрите, женщина здесь хочет быть с вами. И если вы сейчас, например, в ссоре, она здесь хочет помириться. Но, видимо, она тут вам либо что-то такого наговорила, либо как-то вы так некрасиво, скажем, поссорились, что она теперь не знает, на какой козе к вам подъехать, чтобы вы ее простили и перестали обижаться. Здесь, на самом деле, действительно очень большое влияние имеют люди, которые ее окружают. И она сама понимает, что она наслушалась именно их мнения, и на основе их мнения она сделала выводы и могла с вами рассориться. У кого-то, ребят, тут жена вообще могла подать на развод, тут мать могла просто заклевать. У кого-то здесь самая лучшая подружка, которая постоянно обгаживает вас, потому что, например, она сама здесь может быть вообще без мужчины, и как бы здесь может быть банальная зависть. То есть, смотрите, вот та женщина, которая обгаживает ваши отношения, она здесь на самом деле желает, чтобы вы расстались. Неважно, тут подруга это будет, мать, сестра, какие-то родственники. То есть тут человек, который реально желает вам, скажем, зла, чтобы ваши отношения распались. Но сама женщина, она здесь не хочет с вами расставаться. Она здесь, если вы пока познакомились недавно, да, то здесь женщина хочет с вами семьи, перспектив. Если это ваша женщина, с которой вы давно вместе, то она хочет помириться, отдалиться от своих вот этих советчиков негативных и токсичных и строить с вами отношения с нуля уже без вот этих вот токсичных людей. Поэтому, ребят, тут надо понять, кто эти люди, и надо проговорить с вашей женщиной, разобраться. Ну, то есть, по сути, тут первый вариант, здесь есть что исцелять, и есть за что бороться, что сохранять. Так, у кого отыгрался расклад, отпишитесь в комментариях. Кому необходима личная консультация, помощь, мои контакты на экране, пишите мне в WhatsApp или в Telegram, подписываемся, ставим лайки и смотрим второй вариант. А тут аркан Иерофант. Хорошее начало. Давайте уточнять. Так, а что здесь?
Что происходит в этих отношениях на сейчас? В каком вы формате отношений друг с дружкой? Ну, тут начало отношений. Королева жезлов вышла. Да, тут женщина в вас влюблена. Смотрите, тут какая картина маслом. У женщины есть семья. Здесь есть семья, но тут все очень плохо на самом деле. И здесь, по сути, семья есть только визуально, но по факту десятка мечей, ребят. То есть это про то, что отношений нет. То есть что десятка мечей может значить? Она может значить, например, то, что они не спят вместе, у них нет никакой эмоциональной близости, у них нет никакой ментальной, скажем, близости. То есть им нечего обсуждать. У них нет общих интересов, они надоели друг другу, они не сексуально привлекательны абсолютно друг для друга. Здесь женщина понимает, что эти отношения, они закончились. И почему вы не разводитесь? Вопрос. Он постоянно ее здесь возвращает. Здесь такое ощущение, знаете, что он ей тут все время что-то обещает, я для тебя сделаю то-то, то-то. Знаете, вот как алкоголики, например, вот они каждый раз, когда выходят из запоя, они говорят, клянутся, что вот больше никогда и ни за что, потом проходит неделя, и все то же самое. И здесь женщина, она прям как-то верит этому мужчине, что авось когда-нибудь он возьмется за голову. Но тут уже, видимо, 100 раз были даны эти шансы, тут ничего не меняется, женщина просто по привычке все это тянет, страдает, впала в жертву, и тянет этот чемодан без ручки. Но она, видимо, знаете, до того момента, пока она не встретилась с вами, она реально готова была тянуть этот, как говорится, крест, как в народе говорят, да, и она решила, что это ее судьба такая, она будет его тянуть, этого мужчину. Но после встречи с вами здесь как-то все изменилось. Тут такое ощущение, как будто свет появился в окошке, и солнышко где-то проблеснуло лучами, и она поняла, что, оказывается, не все так плохо в этой жизни, и оказывается, что тут действительно, по сути, можно уйти из этих отношений. А что у нее к вам? Тут длительная картина, вы тут можете быть знакомы давно, но отношений у вас толком не было. Поэтому, ребят, так как это общий расклад, то у кого-то отыграется, что вы давно знакомы, но вы никогда не были в отношениях как мужчина и женщина. А у кого-то отыграется что-то недавнее знакомство. Тут плюс-минус полгода знакомства этому. Это для тех, у кого-то новое знакомство. Здесь женщина, она сразу влюбилась. Такое ощущение, что она вас только увидела и сразу поняла, что вы очень сильно нравитесь, вы тот мужчина, который был у нее в голове все время, как некий образ, на который она равнялась. И на что ты готова? Смотрите, вы для нее император. Тут, слушайте, тут влюбленность, конечно, капитальная. Хорошо, что ты с мужем будешь делать? Но она уже думает об этом. Она уже, видите, запустила этот процесс мыслительный. По сути, смотрите, она здесь, тут очень тяжелая какая-то история с тем мужчиной, он там и манипулятор, и тут, знаете, может потом клясться в любви, ползать в ногах, кричать, я без тебя помру, в таком формате, да, но все равно, ребят, смотрите, значит, для тех, у кого в реальности отыгрывается эта информация, здесь эти отношения абсолютно реальны. Если эта женщина поймет, что вы готовы ее выбрать, то есть не просто погулять, а вы действительно готовы идти в отношения, да, здесь без проблем она разведется, как бы там ее муж не падал в ноги, не рыдал, не страдал, не обещал выпрыгнуть с окон и так далее. То есть там проблемный какой-то мужчина. И по этой причине она как-то боялась, знаете, он мог, кстати, манипулировать, что если ты уйдешь, то я с собой что-то сделаю, в таком формате. Может, наркоман какой-то бывший, может быть, алкоголик, может быть, просто какие-то психические расстройства человека. Там однозначно есть проблема с этим мужчиной.
И женщина, в принципе, она понимает, что вот если с вами все получится, то да, она готова уйти из этих отношений и быть с вами. Поэтому, кто себя узнал, здесь действительно, если вам эта женщина интересна, то здесь все шансы на то, что вы сможете с ней построить отношения на будущее. Здесь женщина, которая, ну, как бы здесь хорошая женщина на картах выходит. То есть она и любящая, заботливая, чересчур даже заботливая, я бы сказала, и чересчур какая-то лояльная, потому что, в принципе, этот мужчина, он как паразит в ее жизни. И здесь давно уже надо было с ней развестись, но вот она как-то слишком такая сердобольная. Вот, двоечки, вот такой был для вас второй вариант. У кого срезонировал, отпишитесь в комментариях, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Для записи на личную консультацию мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp или в Telegram. Отвечаю всем только в переписке. Всем хороших вечеров, дней, кому-то хорошего утра и до следующих встреч. Пока.